Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы Чингук так открыто плакал перед десятками тысяч людей, пока Тэхён стоял всего в нескольких шагах от него, наблюдая за одним из самых эмоциональных финалов всего тура? Почему атмосфера на втором концерте BTS в Париже внезапно изменилась от громкого праздника до полной тишины? Что такого сказал Тэхён, что буквально взорвало социальные сети? И почему миллионы ERMY по всему миру продолжают пересматривать эти последние минуты снова и снова, пытаясь заметить детали, которые могли ускользнуть от их внимания? Было ли это просто проявлением переполняющих эмоций после незабываемого концерта, или же интернет превратил глубоко личный момент в нечто гораздо большее, чем он был на самом деле? Сегодня мы подробно разберем все, что произошло во время эмоционального финала BTS в Париже на D2, отделим то, что действительно произошло на сцене, от многочисленных теорий, распространяющихся в сети, и выясним, почему этот концерт стал одной из самых незабываемых ночей всего тура. С самого начала концерт паре D2 ощущался совершенно иначе. Атмосфера на стадионе не была похожа ни на одну из предыдущих остановок тура. Задолго до выхода BTS на сцену тысячи поклонников заполнили трибуны фиолетовыми лайтстиками, фанатские кричалки разносились по всему стадиону, а уровень ожидания достиг невероятных масштабов. Все были уверены, что впереди их ждет еще одно грандиозное шоу с мощной хореографией, проникновенными балладами, великолепным вокалом и той особенной связью между BTS и ERMY, которую невозможно повторить. На протяжении всего концерта каждый участник выступал блестяще, улыбался, общался с фанатами и создавал воспоминания, которые останутся с присутствующими навсегда. Ничто не предвещало, что последние минуты станут одной из самых обсуждаемых частей всего тура. По мере приближения концерта к завершению атмосфера становилась все более трогательной. Как и на многих концертах BTS, финал сопровождался искренними речами, словами благодарности и спокойными минутами размышлений после незабываемого вечера. Однако на этот раз внимание зрителей сразу привлек один момент. Камеры вновь и вновь показывали Чингука, которому становилось все труднее сдерживать эмоции. Пока тысячи фанатов продолжали петь, аплодировать и размахивать фиолетовыми лайтстиками, на его лице отчетливо появились слезы. Даже пытаясь вытереть их, он не смог полностью взять себя в руки. Казалось, что эмоциональное напряжение невозможно скрыть, и уже через несколько минут бесчисленные зрители начали записывать происходящее с самых разных ракурсов. Эти видеозаписи почти мгновенно разлетелись по социальным сетям. Всего через несколько минут ленты различных платформ были заполнены роликами, снятыми из разных частей стадиона. Каждый новый ракурс показывал происходящее немного иначе. Одни видео были полностью сосредоточены на эмоциональном состоянии Чингука, другие запечатлели Тэхёна, стоящего неподалеку во время прощальной части концерта. Дополнительные записи показывали реакцию остальных участников BTS, спокойно разделявших эти последние мгновения вместе. Вместо того, чтобы дать ответы, каждый новый ролик лишь порождал еще больше обсуждений. Поклонники начали анализировать каждый взгляд, каждую улыбку, каждую паузу и каждое взаимодействие буквально кадр за кадром. Почти одновременно еще один момент стал одной из главных тем обсуждения вечера. Тэхён обратился к зрителям с искренними словами, которые мгновенно нашли отклик у всей аудитории. Его речь была наполнена теплом, благодарностью и глубокими эмоциями, отражая долгий путь, который BTS прошли вместе с ERMY за многие годы. На стадионе его слова сопровождались бурными аплодисментами, а в интернете практически сразу появились переводы и многочисленные интерпретации. Очень скоро социальные сети заполнили обсуждения, посвященные смыслу его обращения. Одни считали, что он благодарил поклонников за многолетнюю поддержку BTS на каждом этапе их карьеры. Другие связывали его слова с особой эмоциональной атмосферой финала концерта. Однако, несмотря на множество интерпретаций, никаких официальных заявлений, подтверждающих наиболее драматичные версии, сделано не было. Именно эта неопределенность сделала паре D2 одной из самых обсуждаемых тем. Многие поклонники восприняли слезы Чингука как совершенно естественную реакцию после выступления перед десятками тысяч преданных ERMY.
Концерты такого масштаба требуют месяцев подготовки, бесконечных репетиций, огромной физической выносливости и серьезных эмоциональных затрат. Стоять перед публикой, которая продолжает петь даже после окончания музыки, способно растрогать любого исполнителя, каким бы опытным он ни был. Для этих поклонников слезы Чонгука стали символом благодарности, облегчения и искренней признательности, а не скрытого послания. Другие же увидели происходящее совершенно иначе. В интернете почти сразу начали появляться самые разные теории. Одни предполагали, что участники вспоминали весь долгий путь, который прошли вместе. Другие задавались вопросом, не скрывался ли за этим прощанием более глубокий смысл, выходящий далеко за рамки самого концерта. По мере появления новых видеозаписей рождались все новые версии событий. Тем не менее, ни одна из них не была официально подтверждена ни BTS, ни их менеджментом. Единственное, что действительно остается бесспорным, это то, что поклонники собственными глазами увидели искренние речи, настоящие эмоции, глубокую благодарность и невероятно трогательный финал, который BTS разделили вместе с ARMY. Записи зрителей также сохранили еще одну незабываемую деталь. Даже после окончания последней песни стадион не погрузился в тишину. Напротив, тысячи поклонников продолжали петь вместе, их голоса заполняли все пространство, а фиолетовые лайтстики превращали арену в бескрайний океан света. Вместо того, чтобы сразу покинуть сцену, участники BTS продолжали стоять, словно стараясь запомнить каждую секунду этого момента. Атмосфера постепенно сменилась с праздничной на созерцательную. Речь уже шла не о хореографии или зрелищном шоу, а о тихом обмене благодарностью между артистами и поклонниками, которые вместе строили свою особенную историю на протяжении многих лет. Чонгук оставался в центре внимания до самого конца. На нескольких любительских видео видно, как он глубоко вздыхает, вытирает слезы и вновь смотрит в сторону зрителей, словно пытаясь запомнить все происходящее вокруг. Каждый новый всплеск аплодисментов только усиливал его эмоции. В ответ поклонники поднимали свои лайтстики еще выше, надеясь поддержать его во время столь трогательного прощания. Позже многие присутствовавшие признавались, что никогда прежде не испытывали настолько сильных эмоций на концерте BTS. Тем временем слова Тэхёна продолжали распространяться по всему интернету даже спустя долгое время после окончания концерта. Поклонники снова и снова пересматривали записи, изучали переводы и обсуждали каждую фразу, пытаясь найти более глубокий смысл. Для многих его обращение стало прекрасным отражением той благодарности, которую BTS всегда выражали своим поклонникам. Другие считали, что речь Тэхёна стала своеобразным размышлением обо всем пути группы. Но, как и прежде, все это оставалось лишь личными интерпретациями. Иногда искренние слова находят отклик в сердце каждого человека по-своему, и, возможно, именно поэтому они тронули стольких людей по всему миру. По мере того, как проходили часы, в сети начали появляться более длинные и неотредактированные записи зрителей. Многие надеялись, что именно они наконец дадут ответы на вопросы, возникшие после эмоционального финала. Однако произошло обратное. Каждая новая запись открывала еще одну маленькую деталь, которая осталась незамеченной во время прямой трансляции. Незаметное взаимодействие между участниками, тихие улыбки, задумчивые взгляды и короткие мгновения стали предметом бесконечных обсуждений. Поклонники продолжали анализировать каждое видео кадр за кадром, убежденные, что именно там скрывается настоящая история Party 2. Возможно, главная причина, по которой этот концерт до сих пор остается в центре внимания, заключается в том, что ни одно объяснение не способно полностью передать произошедшее. Эмоциональный финал позволил каждому поклоннику почувствовать что-то свое. Одни увидели в нем одно из самых красивых проявлений благодарности в истории BTS. Другие просто были тронуты искренними человеческими эмоциями артистов, посвятивших своим поклонникам столько лет. А для многих именно отсутствие однозначных ответов сделало этот вечер еще более незабываемым. Ведь далеко не каждому важному моменту необходимо окончательное объяснение. Иногда самые сильные воспоминания рождаются именно потому, что оставляют место для личного восприятия. Но одно остается бесспорным.
Паре D2 подарил эмоциональный финал, который будут помнить еще долгие годы. Огромная поддержка ERMY, искренние речи участников, слезы Чонгука, трогательное обращение Тэхёна и неповторимая атмосфера стадиона вместе создали вечер, не похожий ни на один другой в этом туре. Независимо от того, воспринимают ли поклонники этот момент как простое выражение благодарности или как один из самых эмоциональных финалов концертов BTS, Паре D2 уже навсегда вошел в историю как одна из самых памятных страниц концертной истории группы.